4 месяца назад я переехал в Тбилиси, чтобы наконец узнать, что такое настоящая Грузия. Но я бы не стал так круто менять свою жизнь, чтобы сделать очередной фильм, полный стереотипов про застолье, горы и вино. Вместо этого я расскажу, как пытаюсь стать своим в чужой стране. Я прокачу вас по городу на всех видах транспорта и покажу не только туристические районы. Расскажу, как арендовал жилье и страдал от непривычной среды. Поведаю истории других экспатов и поделюсь трудностями языкового барьера. Проведу по заведениям и сделаю обзор цен. Еще раз, этот фильм не пересказ туристических экскурсий. Это субъективный взгляд молодого человека из России на жизнь в современной столице Грузии. Поехали! Я решил уехать из Калининграда не потому, что он какой-то плохой. Мне он очень даже понравился. В последнем ролике я рассказывал, что даже купил здесь квартиру, которую будут строить еще 2 года. Я подумал, что когда она будет готова, я еще успею насмотреться на местные красоты. Поэтому пока решил пожить в другом месте. Сначала для переезда я начал рассматривать города России. Думал поехать в Сочи, в Питер или даже в Казань. Но потом подумал, а почему бы не пожить за границей? Ведь, наверное, интересно посмотреть на другую культуру глазами как бы местного жителя, а не туриста. Раньше я никогда не находился в другой стране дольше месяца. Большую часть жизни я провел на Дальнем Востоке России, и поэтому много путешествовал по странам Азии. Хотелось бы, конечно, пожить там, но в пандемию попасть в ту же Корею куда сложнее. Да и, наверное, так резко менять Россию на жаркий Таиланд или мозговыносящую Японию я бы не рискнул. И подумал, почему бы не пожить все-таки в Грузии. Все-таки русскому человеку понять менталитет Грузии гораздо проще. Здесь можно целый год находиться без выезда, а еще здесь не так жарко зимой, как в том же Таиланде. Ну и, конечно, кухня здесь самая классная, потому что грузинскую еду я очень люблю. В стране много регионов, но, конечно же, я выбрал столицу. Перезимую в Тбилиси, а там посмотрим. Может, и задержусь. Подготовка к переезду была, наверное, самая сложная из всех, что у меня были. Я всего лишь 8 месяцев прожил в Калининграде, но довольно плотно там обосновался. Там были все мои вещи, и перевозить их все в Грузию было очень дорого, поэтому пришлось делить. Для большей части я арендовал теплую ячейку на окраине Калининграда за 1700 рублей в месяц. Ценные вещи и живые растения я отдал на хранение друзьям. А транспортной компании отправил лишь то, чем пользуюсь каждый день, и то, что не поместилось бы в багаж – кофемашина, пылесос и постельное белье. Для въезда в Грузию мне не понадобилось делать какие-то специальные документы. Все, что нужно было, это актуальный загранпаспорт. Еще я решил получить сертификат о вакцинации, потому что правила, связанные с ковидом, сейчас меняются очень часто. Собственно, так и произошло. Через неделю, когда я приехал в Грузию, здесь ввели зеленые паспорта, это называется. И если бы у меня не было QR-кода, то, скорее всего, я бы большую часть времени просто сидел дома, потому что доступ в общественные места мне был бы закрыт. Пришло время определяться с маршрутом. Еще до пандемии Владимир Путин запретил прямое авиасообщение России с Грузией. Как итог, теперь мы тратим больше времени и денег на дорогу. Граждане России летают в Тбилиси через другие страны – Турцию, Армению или Беларусь. В 2018 году я уже был в Тбилиси как турист, был здесь всего неделю, и тогда я пересек границу по суше. То есть я прилетел в российский город Владикавказ, взял такси и, собственно, пересек границу на машине прям. А в этот раз этот вариант был самым неудачным, потому что он как минимум далеко от Калининграда. Проще было из Калининграда прилететь в Минск, а оттуда уже прилететь в Тбилиси. В Минск пришлось отправиться на поезде из-за собаки. 500 километров мы ехали аж 11 часов. Все потому, что поезд проезжает через Литву, и мы прошли 4 пограничных контроля. Устали сильно. Через день мы вылетели в Грузию. 3 часа залипания на горы, и вот мы в солнечном Тбилиси, который удивил меня с первых минут. В аэропорту первым делом я пошел искать стойку выдачи негабаритного багажа, потому что со мной летела собака. Миша первый раз летел в грузовом отсеке, я очень за него волновался и поскорее хотел его забрать. Но я очень удивился, когда мне сказали, что в тбилисском аэропорту нет стойки выдачи негабаритного багажа, и ловить собаку я должен просто на ленте между чемоданами. Я очень сильно офигел, потому что, это щенок, а вокруг чемоданы. Я побежал на ленту, и реально он стоял просто вот в переноске между чемоданами, ездил. Я не знаю, что было бы с собакой, если бы я
просто задержался на паспортном контроле. Ну, то есть он мог перевернуться, при том, что за собаку я заплатил за перелет 150 евро, а за себя 100. В аэропорту я оформил местную сим-карту. Звонки подключать не стал, просто взял неделю безлимитного интернета за 150 рублей и вызвал такси до центра. Полчаса, и вот я уже заселяюсь в квартиру. Ее я заранее арендовал на 2 недели, чтобы за это время найти постоянное жилье. Квартира была странная, но уютная. Особенно необычным мне показался закрытый дворик, который ты делишь с соседями. Моя первая посуточная квартира находилась в районе Чугуретти. Здесь я останавливался в свой первый приезд 3 года назад. Чугуретти запомнился мне как самое аутентичное место на земле. Тогда я был в восторге от старинных домов, резных дверей, узких улочек, уличных торговцев и суператмосферных двориков. Все это было таким магическим, что я гулял здесь часами. Но все эти декорации кажутся тебе привлекательными до тех пор, пока ты не представляешь, что тебе здесь нужно жить на постоянной основе. И когда я понял, что у меня в России уже не ждет уютная квартира, что я здесь не турист, и мне уже здесь нужно находиться каждый день, я, честно говоря, запаниковал, потому что в первые разы, когда я выходил здесь гулять с Мишей, вот я пришел в этот сквер, и меня просто очень сильно шокировало то, что происходит вокруг, потому что я стал смотреть на землю, по сторонам, а не только на вот эти резные двери и красивые улочки. В клумбах не было травы, и не потому, что зима, а просто потому, что ее даже не садили. Из кустов к нам выходили бродячие собаки, которые в этом же сквере и живут. Так как район Чугуретти старый, то дороги здесь хоть и ровные, но очень узкие. Тротуары оказались непроходимыми из-за стихийных парковок, мусорных баков, торгашей мясом, ям и какашек, которые большинство хозяев почему-то не убирают за своими собаками. Пешеходные переходы здесь редкие и номинальные. Если и идти по зебре, то дорогу тебе, скорее всего, не уступят. В 10 минутах от дома я нашел более современные улицы с магазинами и кафе. Но там всегда гуляют туристы и зазывалы не дают проходу. Погулять здесь пару недель может и хорошо, но постоянно жить не очень. Единственный модный оазис на районе – это фабрика. Это такой своего рода хостел, коворкинг, магазины и бары в одном месте. Здесь обычно много молодежи, туристов тусуются. Место, конечно, атмосферное, но уже немного потертое. Да и мне, честно говоря, на 5-й раз оно уже приелось. Не тусоваться же мне здесь все-таки всегда. Я понял, что Чугуретти не подходит мне для постоянной жизни, и решил, что прежде чем искать квартиру, стоит найти район получше. Чтобы проконсультироваться, как и где живут иностранцы, я поехал к единственному здесь уже знакомому человеку – Веронике. Ее цветочная студия находится в другой части города, в районе под названием Ваке или Ваке. Я не понял, как правильно, и спросил об этом Веронику. Ну, слушай, в грузинском языке нет ударений, поэтому правильно говорить ваке. Так же, как и гамарджоба, мадлоба. И даже человеку с моей внешностью, когда я похожа немножко на грузинку и начинаю говорить на грузинском, тебя очень быстро выкупают именно за счет ударений. Но здесь, кстати, тоже интересная вещь в Грузии с дверьми. Ты, наверное, заметил, что они многие открываются в другую сторону. И ты чуть не выбил нам, мы на первый раз тебя простим, но надеюсь, что ты очень быстро привыкнешь к этому. Вероника, как и я, из Хабаровска. Она пожила в Москве, отучилась там на флориста и начала работать. Но со временем поняла, что Москва ей не по душе. 3 года назад она загрузила в машину вещи, собаку и приехала в Тбилиси. Честно, не собиралась здесь в Грузии работать флористом, потому что ты когда приходишь на рынок и видишь эти букеты, в которых натыканы газеты, чтобы букет был большой и красивый, или, не знаю, короткий цветок, который приматывают к палке скотчем для того, чтобы он казался длиннее, я поняла, что здесь как бы моя флористика абсолютно не нужна, и тем более, что здесь дарят цветы в 2 случаях, на свадьбу и на похороны, да, и как бы это не моя история. Но через какое-то время меня позвали управлять студией грузинской, где у нас получился хороший результат, и здесь реально много ниш, в которых можно
иметь большой успех в бизнесе, потому что здесь какие-то отрасли не так развиты, как в России, и можно очень быстро стать первым на рынке именно в том, что ты делаешь хорошо. Тогда я решила, что я могу открыть свою студию, и я это сделала. Даже иностранец здесь может открыть свой бизнес. Сделать это несложно, и льготы будут такие же, как и у местных. В свое время для борьбы с коррупцией здесь ввели такую схему, что ты можешь получить любую услугу быстрее, заплатив 2-3 раза больше. Например, я свое ИП Индомицарма открыла здесь всего за день. В России у меня это заняло, по-моему, целую неделю. Мини-бизнес платит здесь совсем маленькие налоги. Если в год ты зарабатываешь меньше 100 тысяч лари, ты должен отчислить государству всего 1%. Если же у тебя микробизнес, ты вообще налоги не заплатишь. Для начинающих очень даже неплохо. Я как мини-бизнес плачу всего 1% налогов, и вот уже сейчас год, как работает моя студия, мы получаем довольно неплохой доход. Но, конечно, по размерам Москвы, наверное, этих денег бы не хватило для комфортной жизни, но для грузинских размахов этого вполне хватает. Главные расходы Вероники – зарплата сотрудникам, аренда помещения для студии и аренда квартиры, которая находится в 5 минутах. На самом деле я очень довольна своей квартирой. У меня одна комната, отдельная кухня и гостиная со спальней. И что уникально для Грузии, у меня есть своя ванна. Пусть и сидячая, пусть маленькая, но своя. В Грузии очень редко бывает такое. За все это Вероника платит всего 250 баксов. Это считается очень даже недорого. У меня нет договора с владельцем квартиры, потому что я нашла эту квартиру по знакомству. Это абсолютно нормально в Грузии, это безопасно, в этом ничего страшного нет. И просто раз в месяц я спускаюсь к своей бабушке-хозяйке, приношу ей деньги, она поет меня чаем с какими-то грузинскими вкусняшками. Из районов для жизни Вероника, конечно же, рекомендует свой. Если тебе не нравится Чагурьети, ты можешь посмотреть в Ваке. Это не самый дешевый район для жизни, считается таким очень престижным, классным. Здесь есть полная инфраструктура, все, что тебе нужно, кафешки, рестораны. Тебе нужен парк для того, чтобы гулять с собакой. Здесь есть красивые улицы, по которым можно прогуляться вечером. И правда, прогулявшись по Ваке, я понял, что район крутой. Широкие тротуары, частые пешеходные переходы со светофорами, выделенная полоса для общественного транспорта и даже дорожка для самокатов и велосипедов. Район отреставрировали пару лет назад и сделали так хорошо, что даже мусорные баки спрятали под землю. Да, это не просто урны, это прям целые мусорки, куда жители ближайших домов скидывают отходы. Если нажать на педальку, можно увидеть, что там внутри очень много места. За день эти резервуары заполняются мусором, вечером приезжают специальные машины, откидывают плиты и увозят весь мусор. Мне кажется, идея классная, потому что ничего не валяется, выглядит все чисто, при этом сами мусорные машины, они не заезжают во дворы, знаете, там не стоят где-то в пробках, не будут тебя по утрам. Проехали по центральной улице, собрали мусор всего района и поехали дальше. Район мне понравился. Конечно, если сойти с главной дороги, то будет уже не так цивилизованно. И баки с мусором стоят, и машины паркуются на тротуарах. Но в целом атмосфера куда приятнее. Я даже толком не стал изучать другие районы и решил, что буду жить здесь. На следующий день я приступил к поиску квартиры уже в долгосрочную аренду. Но перед тем, как рассказать об этом, короткая реклама. Не зря в Грузии так много удаленщиков. Сейчас, если у тебя есть желание сменить страну или город, то самый простой способ – это фриланс. Как-то Вероника пригласила меня в гости и познакомила со своими друзьями-экспатами. Оказалось, что почти все они работают из дома и связаны с IT-сферой. Кто-то делает игры, кто-то сайты, а третьи работают с данными. Если вы думаете сменить профессию и вам кажется, что IT – это ваше, то я советую познакомиться с направлением как раз-таки аналитики данных. Оно сейчас актуально по 3 причинам. Во-первых, для старта не нужно быть программистом или математиком. Во-вторых, спрос на таких специалистов огромный, а средняя зарплата аналитика данных в России около 150 тысяч рублей. В-третьих, применение очень широкое, можно работать в самых разных отраслях. Курс «Аналитик данных» от онлайн-школы Skill Factory – отличный способ получить эту профессию. За 10 месяцев на курсе вы научитесь собирать и организовывать данные, плюс делать выводы на основе их анализа. Учить начинают с Google таблиц и только потом переходят к языкам программирования SQL и Python, которые дадут вам больше возможностей. Все данные вы научитесь визуализировать в Power BI. В
качестве преподавателей Skill Factory привлекли экспертов из Яндекса, Озон, ВКонтакте и других известных компаний. В программе обучения нет ничего лишнего. Будет много практики, поддержка личного ментора на каждом этапе, и темп обучения вы выбираете сами. Например, если заболеете, сможете взять каникулы. У Skill Factory много положительных отзывов на независимых сайтах. Ознакомьтесь с ними, если еще сомневаетесь. По ссылке в описании можно почитать подробнее о курсе, задать вопросы и начать осваивать новую профессию. А по промокоду Сергей Хвалынский можно получить максимальную скидку в 45%. Дерзайте! Кто знает, может быть, через пару лет мы встретимся с вами в другой стране, где вы будете работать удаленно. До приезда сюда я изучал объявления о сдаче квартир, и цены меня не пугали. Неплохую квартиру с одной спальней можно снять где-то за $400. Учитывая то, что в Калининграде я платил 40 тысяч рублей, цены в объявлениях меня очень даже радовали. Чтобы найти квартиру в долгосрочную аренду, мне посоветовали использовать Facebook. Там очень много экспатских групп, где можно, в принципе, посмотреть очень много объявлений. Еще здесь есть пару сайтов, которые похожи на наш Циан и Авито, но объявления, в принципе, довольно быстро теряют актуальность, поэтому лучше работать с риэлторами. Здесь их, кстати, называют маклерами. Тем не менее, работать с ними не страшно, потому что в случае, если вы снимете квартиру и сделка будет удачной, за эту сделку заплатит хозяин, а не вы. Квартиры в Грузии сдают контрактом на год. При заселении я должен сразу оплатить первый и последний месяц проживания. Если я решу съехать раньше, деньги за последний месяц мне не вернут. Когда я приехал, спрос на аренду жилья был очень высоким, потому что в страну приезжало очень много белорусов-удаленщиков. Об этом мне рассказала маклер, и, в принципе, на просмотрах я часто встречал белорусов. Из-за того, что я приехал с собакой, соответственно, многие мне отказывали. Где-то 70% объявлений были мне недоступны. Зачем сдавать квартиру человеку с собакой, если можно заселить удаленщиков с Беларуси без нее? Через неделю поисков я понял, что найти в Ваке хорошую квартиру в новом доме не получится не то что за $250, даже 500 не хватит. Я посмотрел где-то 7 вариантов, и цены в них начинались от $600. Некоторые, услышав про собаку, накидывали еще 100. Из всех вариантов мне понравился лишь один. Там был светлый ремонт и хорошая мебель. Я взял 2 часа на подумать, а вечером, когда дал согласие, узнал, что квартира уже была занята. Второй в рейтинге была квартира со странными люстрами и обоями, которые я не переношу. Но подкупили меня расположение, новый ремонт, магазин на первом этаже и скидка, которую предложил хозяин. Вместо $600 ее сдали за 550. Правда, при условии, что я внесу залог за собаку. То есть, итого мне нужно было заплатить за первый месяц, за последний и залог. 550 умножаем на 3, $1650. На рубли это больше 100 тысяч рублей. Сумма не маленькая, но я уже все-таки решил согласиться, потому что уже 2 недели искал квартиру, и подходило окончание аренды моей посуточной квартиры, нужно было куда-то уезжать. Я согласился, и мы встретились, чтобы подписать бумаги. Имея опыт аренды в Москве и зная, сколько там мошенников, я довольно сильно волновался, когда подписывал договор здесь. Во-первых, договор был не на русском, а на грузинско-английском, и я там ничего не понимал. А потом, когда я увидел, что владелец квартиры женщина, а сдает и мне ее мужчина, я напрягся очень сильно. При этом, что маклер, что владелец как-то сильно не волновались. Он говорит, да, это моя мать, все окей, что ты переживаешь. Но, тем не менее, из-за того, что я волновался, мы все-таки позвонили по видеосвязи его матери, мне показали ее паспорт, он показал свой паспорт, я сверил там все, что у них одинаковые фамилии. В общем, он дал мне визитку со своей работы, меня максимально успокоили, хотя для них это было максимально странно, потому что, типа, в Грузии многие даже договор не подписывают, просто так сдают квартиру. А я боялся, что я сейчас отдам эти $1650, приду вечером в квартиру, а меня, как бы, настоящие хозяева попросят пойти гулять. В момент заселения я был очень рад, что можно наконец расслабиться. Немного расстраивала только лишь мысль, что в сумме на переезд ушло около 200 тысяч рублей. Конечно, я бы потратил меньше, не будь у меня собаки, а еще сэкономить можно было бы на квартире. Но ради такого вида можно и переплатить. Единственное, на чем я не советовал бы экономить, это аренда посуточной квартиры здесь, пока вы ищете постоянную. Потому что если вы хотите найти квартиру удаленно, то есть риск, что, допустим, по фотографиям она будет классной, но на деле она будет плохой, или вам не понравится район. Собственно, как получилось у меня. Если бы я арендовал квартиру удаленно, это был бы район Чугурети. А когда я приехал сюда, я понял, что Чугурети — это совсем не мой район, и нужно искать другой. Ну да ладно, хватит считать потраченные деньги, можно приступать к изучению города. Первые дни я катался с Вероникой на ее машине. Она доставляла цветы, а я изучал улицы и смотрел на движение.
Кстати, я же не рассказал вам про систему платных лифтов в Грузии. Когда я сюда ехал, то уже слышал, что почти во всех многоэтажках в лифтах стоят приемники монет. Один подъем на любой этаж стоит 5-10 местных копеек. Это примерно 1-2 рубля на наши деньги. Я поселился в новостройке. И тут лифты не принимают монеты, но платить все равно нужно. За 700 рублей в месяц можно кататься сколько хочешь. Главное прикладывать специальную карточку к считывателю. Система, мне кажется, странной. В России лифт включен в коммуналку, а здесь каждый раз, приходя в новый подъезд, я не знаю, что меня будет ждать. Считыватель карт, приемник монет, и непонятно, сколько стоит лифт. В общем, одни проблемы от этого, как я считаю, мне не нравятся. Первым делом я поделился с Вероникой своими впечатлениями о лифте. И ей тоже было что сказать на этот счет. Да, слушай, меня тоже напрягает эта ситуация, потому что очень часто заказчики не предупреждают о том, что платный лифт, а мелочь обычно никто с собой не носит, все расплачиваются картами. И ты когда приходишь в подъезд, и лифт оказывается платным, и тебе нужно идти там на 11-17 этаж, это такое себе удовольствие. Ну ладно, поворчали, можно и город смотреть. Первая доставка в район Сабуртала. Вероника говорит, что он дешевле, чем в Аке, но и попроще. Не такие модные дома, не такие идеальные улицы, но здесь много школ, детских садов и торговых центров. В общем, средненький такой спальник. Еще мы заезжали в район под названием Лиси, высоко в горе. Тут дорогая недвижимость, но выглядит все очень люксово. С каждой доставкой я понимал, что столица не такая маленькая, как кажется. Разные районы расположены на разной высоте и на разной удаленности от центра. В городе много дорог, развязок и тоннелей. И по всему этому как-то нужно передвигаться. Логично, что машиной пользоваться удобнее всего. Здесь еще есть такая интересная особенность. Люди одевают форму такую светоотражающую и выбирают самое хлебное место, где в час пик собирается на городской парковке много людей, а за городскую парковку ты тоже платишь. И они у тебя берут еще 1 или 2 лари за то, что мешают тебе парковаться, потому что ни разу этот парковщик мне не помог. То есть это просто левые люди, да, которые... Да, которые хотят таким образом заработать деньги. Приезжая в Тбилиси, стоит учитывать еще один важный пункт. Здесь не очень чистый воздух. Число машин в городе растет, а зеленых зон становится все меньше. При этом из-за гор вокруг город не продувается должным образом. Сами же водители усугубляют ситуацию еще и тем, что часто снимают со своих двигателей катализаторы. Делают они это для продажи, потому что здесь катализаторы стоят очень дорого. А при этом без них машина будет производить гораздо больше вредных веществ. Слушай, поначалу здесь было страшно водить. Потихонечку ты втягиваешься в эту всю историю. Нужно привыкать к этому ритму, к этому движению, к шумахерам на дороге. Конечно, после Москвы довольно хорошо я вошла в ритм, но товарищи, которые подрезают, не уступают дорогу, здесь есть. Я сначала удивлялась, почему здесь так люди себя ведут на дорогах. Потом оказалось, что, представляешь, они, когда сдают экзамен на права, они сдают только тест и дром. Город никто не сдает. То есть они выходят, как обезьяны с гранатой, просто на улицу и начинают устраивать здесь веселуху. Но потом ты втягиваешься. Сначала ты не замечаешь эту историю, а потом ты сам становишься этим человеком, который так делает, к сожалению. Покатавшись с Вероникой, я понял, что водить мне здесь точно не хочется. Лучше уж пользоваться общественным транспортом. Даже зимой в городе стоит много самокатов, которые можно арендовать поминутно. Я не привез в Тбилиси свой, поэтому решил попробовать аренду. Регистрация несложная. Качаешь приложение, вводишь данные карты, сканируешь код самоката и едешь. Кататься по району еще можно, но передвигаться на самокате на дальние расстояния мне не понравилось. Между районами часто встречаются тротуары с разбитым асфальтом. Я решил сгонять в другой район и уже через 5 минут встретил на своем пути огромную автомобильную развязку. Чтобы пройти незнакомое место, я решил воспользоваться навигатором. Стоя у одной стороны развязки, я проложил маршрут до другой, и карты мне сказали, что маршрута нет и нужно воспользоваться другим видом транспорта. Я подумал, что навигатор затупил, ведь в центре города точно должен быть проход. Я нашел ближайший подземный переход, взял самокат в руки и полез туда.
Спустя 20 минут я осознал, что, кажется, заблудился. Каждый раз, выходя из очередного тоннеля, я не понимал, где я нахожусь. А если и выходил к дороге, то на ней не было тротуара. В итоге я психанул, бросил самокат и вызвал такси. На самом деле, эта поездка была довольно показательной для меня, потому что я взял экологичный вид транспорта самокат, заплатил 700 рублей за 40 минут, испсиховался и не доехал до места, куда мне нужно было доехать. На такси я это сделаю за 10 минут и заплачу рублей 100. То есть, очевидно, понятно, что в городе не очень жалуют пешеходов, и все делается больше для машин. То есть, для пешеходов здесь не так много пешеходных переходов, некоторые из них под землей, там нет пандусов, то есть если ты гуляешь, например, с коляской, я не знаю, как ты будешь проходить по пешеходке, даже в центре города, причем многие люди переходят дорогу как попало, и, как мне кажется, это связано с тем, что даже на пешеходном переходе тебе не всегда уступят дорогу, особенно это в таких старых районах замечается. Такси в Тбилиси недорогое. Даже несмотря на то, что бензин в Грузии стоит в 2 раза дороже, чем в России, поездка обойдется вам где-то в 100-200 рублей. Ну, это за 10-15 минут. В городе много агрегаторов. Есть уже знакомые нам Яндекс и Максим. Плюс пару иностранных сервисов. Может быть, мне не везет, но такси стабильно приезжает там типа через 10-20 минут. И часто еще и отменяется при этом. Возможно, потому что я заказываю тариф там Комфорт или Комфорт Плюс. Типа первые 30 моих опытов поездки на такси тарифа Эконом были не очень удачные, во-первых, потому что очень часто водители лихачили, и прям так, что я аж вжимался. А опять же, я же здесь не местный, я же не буду ему говорить это. Давай успокойся, едь, как мне нравится, тем более на экономе. А во-вторых, потому что, я не знаю, как так, может быть, я, когда только приехал, выглядел как такой новичок. Меня постоянно спрашивали, откуда ты? И как только я говорил, что из России, каждый считал своим долгом начать обсуждать политику. То есть я сразу должен узнать, что он думает о Путине, там, о Лаврове и о прочих других людях. А на Комфорте как-то с этим попроще. Для коротких поездок я стал пользоваться автобусом. Особенно это удобно в моем районе. Электронные табло, которые показывают, сколько осталось до приезда автобусов, работают исправно. Автобусный парк обновили пару лет назад, и весь транспорт выглядит новым и чистым. Проезд стоит 1,5 лари при оплате банковской картой. Если купить местную транспортную карточку, ездить можно дешевле. В таком случае поездка обойдется в 1 лари. Этой же транспортной картой проезд можно оплатить и в метро. В Тбилиси оно не так развито, но есть 2 ветки. В отличие от той же Москвы, которая постоянно что-то ремонтирует и открывает, последняя модернизация здесь была 10 лет назад, и новых станций не строят. В метро не очень хорошо работает сотовая связь, поэтому посидеть в интернете в дороге вряд ли хорошо получится. Ремонт здесь не свежий, поезда нужно ждать 2-3 минуты в час пик, а вечером можно и 5. При этом метро все равно удобное и востребовано среди местных жителей. Я решил прокатиться до любой конечной станции и посмотреть, как выглядят окраины Тбилиси. Доехал до станции театра Ахметели и почувствовал колорит прямо на выходе. А я еще жаловался, что Чагурете какой-то плохой район. Там хотя бы аутентично. А здесь, ну здесь, лучше я поеду поскорее отсюда. Блин, она живая, надеюсь? Жесть. Городская среда в Тбилиси пытается следовать трендам современной урбанистики. Есть хороший и недорогой общественный транспорт, и в некоторых районах комфортно передвигаться пешком. Но пока здесь главные автомобилисты. Будем надеяться, что когда-нибудь на первое место выйдут доступная среда и хорошая экология. Я уже говорил, что за границей еще не жил и переезжал только внутри России. В прошлом схема была примерно одна.
Я брал небольшой отпуск, чтобы найти жилье, и приступал к работе уже через 7-10 дней. А здесь такая схема не получилась. Где-то через месяц я понял, что я все еще не могу влиться вот в этот привычный для меня ритм жизни, потому что, собственно, это новая страна, и здесь не нужно привыкать просто к новому городу, здесь нужно привыкнуть к новой культуре, и это вот такая большая ошибка, которую я допустил. Нужно было дать себе больше времени. А сейчас я расскажу просто несколько примеров, которые могут показаться вам очень простыми, но они довольно сильно выбили меня из колеи. Первый пример – про странное отношение бизнесов к присутствию в интернете. В Грузии не принято писать режим работы на входе в магазин. Казалось бы, эту проблему легко решить, если зайти в какой-нибудь картографический сервис и посмотреть карточку магазина там. Но и в этих сервисах тоже все заполнено как попало. Там 2GIS в Грузии нет в принципе, а в Google картах, правда, все наперекосяк. Была история, когда я только заселился, я спросил у местного приятеля, где я могу купить постельное белье. Он сказал: магазин Манамо, ищи, едь туда. В Google картах я посмотрел, что этот магазин находится в 3 километрах от меня в большом торговом центре. Я приехал в ТЦ, и опять же, здесь мне раньше помогал в России 2GIS, то есть я открывал карту ТЦ и смотрел, где этот магазин находится. В Грузии такого нет. Google карты не показывали мне, где конкретно находится магазин в ТЦ. Я просто 30 минут ходил по огромному зданию и искал этот магаз. И самое смешное, через 2 часа, когда я ехал обратно, из окна такси я увидел, что такой же магазин Манамо стоит рядом с моим домом, где-то там в 50 метрах. Просто почему-то этот филиал не указали в Google картах. И такое здесь просто повсеместно. Бывает, хочешь пойти в кафе, не можешь найти его на картах. Непонятно почему. Вторая история про личные границы. Во-первых, я много слышал от девушек, что им не всегда комфортно знакомиться с грузинами, потому что они какие-то очень активные, благо со мной грузины не знакомятся. Но у меня есть собака, и я, когда гуляю с ним, то люди не спрашивают меня разрешения, можно ли его погладить. Они даже меня в принципе не смотрят. Они просто подходят, начинают с ним сюсюкаться, неважно, я куда-то бегу, там, или пытаюсь оттянуть собаку от них. Нет, они все равно с ним тискаются, им как бы на меня просто плевать. Еще один стресс я испытал, когда получал на почте вещи, которые сам себе отправил из Калининграда. Я пришел на почту, которая не сильно отличается от российской, я простоял в очереди 40 минут, и потом в окошке мне сказали: sorry, you're not resident, идите в налоговую, получайте там какой-то специальный код, и только потом мы вам эту посылку выдадим. Я не понял, что это за код, пошел в налоговую, его получил, отстоял очередь на почте еще час, посылку мне выдали, но сказали: друг, ты оценил свою посылку больше, чем в 300 лари, поэтому заплати, пожалуйста, сверху еще 3500 рублей за свои же вещи. Пойди в банк и заплати. И как же я потом расстроился, когда понял, что кофемашина за 35 тысяч рублей была разбита по пути. Но так как я оценил всю свою посылку в 10 тысяч рублей в сумме, то даже если бы что-то и доказал, то вернул бы себе максимум 1003. Но больше всего я напрягся, когда спустя 3 недели ко мне пришло, казалось бы, очевидное сознание. Когда я сюда ехал, я, конечно, понимал, что я буду здесь гостем, и спорить или обсуждать какие-то местные там традиции смысла нет. Нужно просто принимать все как есть. Когда я заселился в квартиру, я ее всю вымыл, и на следующий день ко мне стали приходить мастера по установке интернета, там, делали разные вещи с квартирой, и когда они заходили, я просил всех разуться, и они просто говорили нет, и проходили обутыми и делали свои дела. Меня это, конечно, удивило. Потом я узнал, что здесь просто не принято разуваться, если ты приходишь не к себе домой. И проблема не в том, что я просто после них не могу помыть полы, а проблема в том, что у меня нет выбора. Казалось бы, тоже мелочь. Но я, допустим, вот уже немножко на взводе как-то от того, что здесь все чужое, шел в спортзал, решил посмотреть какой-то спортзал здесь сходить, проложил маршрут, и он шел через дворы. Двор был открыт, я шел через него, навстречу мне вышел охранник, который сказал, что здесь нельзя ходить. И я ему как бы говорю: вот проход, я просто иду мимо, мне здесь ничего не нужно. В ответ он начал на меня кричать. И вот здесь я почувствовал себя прям реально чужим и беспомощным, потому что я не знаю ни грузинского языка, я не знаю, что ему ответить, что можно говорить человеку, что нельзя. И все, что мне оставалось, это просто извиниться, развернуться и уйти. И в этот день я в спортзал, конечно, не пошел уже, потому что меня это сильно расстроило. Я зашел домой, прямо одетым сел на диван и минут 30 сидел. Я правда не ожидал от себя такой реакции, ведь все это могло произойти со мной и в России. Но здесь ситуация осложнялась тем, что я был оторван от привычной среды и постоянно обрабатывал много новой информации. В итоге у меня началась прокрастинация. Я не хотел работать и выходить из дома. Задачи копились, и от этого становилось еще хуже. Перед сном я накручивал себя, не мог уснуть до 3 часов ночи, просыпался в обед и чувствовал себя разбитым. Думать о том, что мне стоило взять куда больший отпуск для адаптации, было поздно. Поэтому, чтобы вырваться из этого круга, я решил пойти к психологу. Искать подходящего именно мне специалиста в Тбилиси – еще один стресс. Поэтому я упростил себе жизнь и зашел на сайт сервиса Ясно, где с подбором специалиста все просто.
Вначале нужно заполнить короткую анкету и указать темы, которые тебя волнуют. Проработать с психологом здесь можно отношения, самооценку, утрату близкого человека, измену и так далее. Я пометил тему «переезд» и указал, что чувствую сейчас беспокойство. В ответ сервис предложил мне психологов, которые сильны именно в этих моментах. Я выбрал специалиста и удобное время созвона. Онлайн-встречи проходят прямо на сайте, поэтому устанавливать Zoom не пришлось. Несмотря на то, что у меня уже был опыт психотерапии, я почему-то ожидал, что на встрече я получу какие-то конкретные рекомендации о том, что мне делать, чтобы адаптация прошла легче. Я забыл, что психолог – это не фитнес-тренер, он не даст тебе какие-то конкретные инструкции. Здесь специалист скорее постарается копнуть глубже, найти причину твоих беспокойств и сделать так, чтобы ты сам смог в будущем с этими беспокойствами справляться. Поэтому на первых встречах мы обсуждали какие-то мои личные загоны, а параллельно с этим я пытался сам себе помогать. То есть я пошел в спортзал, чтобы крепче спать, я больше общался с экспатами, чтобы найти у них поддержки, потому что они пережили то же самое. Ну и в целом старался учиться смотреть на мир таким, какой он есть, чтобы не тратить силы на вот эти ненужные эмоции. Хотел сказать еще пару слов про сервис. Ясно, сами проверяют образование, опыт и рекомендации всех специалистов. То есть это не доска объявлений, такой серьезный сайт. Цена 50-минутной сессии, вне зависимости от темы или психолога, фиксированная – 2850 рублей. Если вам также актуальна работа с психологом, то при регистрации на сервисе укажите промокод Сергей и получите скидку 20% на первую сессию. Со временем мне стало лучше. Я решал накопившиеся задачи и, пересиливая стеснение, знакомился с другими экспатами. Тбилиси все еще очень хипстерский город. Здесь любят открывать шоурумы, гончарные мастерские и магазины с винилом. На фабрике я познакомился с Люси из Челябинска и Харви из Англии. Люся – дизайнер, а Харви – офицер частных яхт. Он увлекается фотографией, а для развития в этом направлении подрабатывает в пленочной лаборатории. Ребята познакомились в Корее, а совместную жизнь решили начать в Тбилиси, потому что здесь нет проблем с визами, и они оба могут безвыездно находиться в Грузии целый год. А еще здесь хорошо говорят на русском и английском. Yeah, so I'm quite fortunate where like a lot of the younger generation, sort of our age, speaks English like pretty well and actively learns it in school. We had a funny situation where there was a bit of a cultural differences, like when we're leaving a restaurant. So in England we'd be like, bye, see you later, thank you ever so much for coming, hope to see you again. Where you'd get the response of, okay, bye. It comes across quite blunt, but at the end of the day, you know, they don't mean anything by it. It's all good. It's just how they've learned English, I guess. Люся, зная русский и английский, в принципе, тоже чувствует себя здесь комфортно. Молодежь в основном говорит на английском языке, а взрослое поколение, они помнят с советских времен, естественно, русский язык. Поэтому с молодыми я начинаю говорить на английском языке, а со взрослыми стараюсь на русском. Но, конечно же, бывают всякие ситуации, например, как недавно вот в кафе мы приходили, и подошел официант, молодой человек, и я открыла меню и такая «Can I have a cake?» И он мне на русском отвечает «Пирога нет». Все. И ты такой неловко себя чувствуешь. Теперь, перед тем, как начать диалог, Люся спрашивает, на каком языке собеседнику удобнее общаться. English, Russian. И иногда они прям говорят по-русски или там по-английски. Ну и, конечно же, бывает очень маленький процент грузин, которые не говорят на русском языке, и мы стараемся просто договориться на руках, допустим, на рынке где-нибудь за фруктами, то просто это, и так. Ну и раз мы познакомились с ребятами, я не мог не напроситься к ним в гости, чтобы посмотреть, как они живут. Тем более, снимают они квартиру в районе Чугурети, в том самом, где мне категорически не понравилось. Вот так я представлял себе жилье, когда перееду в Грузию. Высокие потолки, огромные окна, паркет и белые стены. Yeah, so here we are paying only $500, which is still quite expensive for here and for the Georgian people. But for us tourists, obviously, it's a very good price. You know, thinking that this includes like your water, your electric, Wi-Fi, yeah, exactly. So, but with that said, if I wanted to rent this apartment, I would say like a home in London,
it would be anywhere between like £800 to £900 a month. You know, it's a big difference. So it's definitely affordable to live here as a foreigner. Было интересно наблюдать за контрастным восприятием ребят. Если для Харви эта квартира кажется дешевой, то у Люси на это счет другое мнение. В Челябинске такая квартира стоила бы 25 тысяч рублей. Мне, правда, здесь классно живется. Я дизайнер, фрилансер, тут красивый дизайн в квартире. Из больших плюсов, особенно зимой, у нас есть несколько батарей. Да-да, вы не ослышались. В старых районах во многих квартирах действительно нет отопления. И иметь батареи здесь – везение. Из минусов здесь очень тонкие стены, я очень часто слышу соседей. И можно сказать, что подъезды здесь неухоженные в основном. Мы уже сменили 2 квартиры, и везде была одинаковая ситуация с подъездами. От квартиры я остался в восторге и спросил ребят, как им сам район. You feel like you're in the old Georgian Tbilisi city compared to like we were just saying in like places like Vake or down even by Liberty Freedom Square. You know, it's all built up. It's very modern, very metropolitan. Compared to here, where you actually feel like you're living in Georgia. Ну, а я бы пожила в Ваке, потому что в Челябинске вот таких вот олдтаунов вот так. Выходя от ребят, я почему-то снова стал смотреть на эти старые улочки с восхищением. Может быть, со временем в Грузии действительно перестаешь обращать внимание на бытовые недостатки и просто начинаешь получать удовольствие от атмосферы. Лари, местная валюта, по рассказам довольно нестабильная, поэтому квартиры здесь предпочитают сдавать и продавать в долларах, но в остальном используют лари. Все цены здесь я, конечно, все еще перевожу в уме в рубли, потому что зарабатываю, опять же, рубли, и просто умножаю на 25. То есть, например, если килограмм гранат стоит 4 лари, то это 100 рублей на наши деньги. Для жизни здесь, в принципе, не обязательно иметь грузинскую банковскую карту, я пользуюсь российской. Держать в кармане наличные всегда тоже прям нет необходимости, везде есть терминал, в кафе и в магазинах. Единственное, где мне точно нужны наличные, это оплата услуг ЖКХ. Делается это вот в таких терминалах, других способов нет. Только если у тебя есть грузинская карта, тогда можно оплатить ЖКХ через приложение. В туристических блогах авторы твердят, что в Грузии не любят супермаркеты и все ходят на базары. Якобы все здесь дешевле, свежее и больше ассортимент. В интернете все с восторгом отзываются о дезертирском рынке недалеко от центрального вокзала. Здесь можно недорого купить чачу, чурчхелу и специи, что хорошо для туристов. Мясо, сыры и фрукты на рынке тоже есть, но часто эти продукты по тем же ценам можно найти в лавке недалеко от дома. Колоритный базар – это, конечно, интересно, но мне привычнее ходить в супермаркеты, которых здесь много, и, вопреки стереотипам, здесь они популярны. Чтобы показать вам особенности местного ассортимента, давайте сходим в магазин, куда я обычно заглядываю. Снимать на камеру нам не разрешили, поэтому обзор мы сделали тайком на телефон. Очень много брендов здесь продается из тех, которые я уже знаю по российским магазинам. Ну, собственно, видно там всякая нутелла, да. И притом очень много товаров на русском языке здесь продается. То есть, скорее всего, они привезены из России. Тут вот здесь посмотреть хлопья Хрутка, Несквик и так далее. Все, в принципе, русское. При этом некоторые товары за счет того, что они везутся из России, стоят очень дорого, то есть на порядок дороже. Если найти, например, гречку, вот смотрим, да, обычная гречка, пачка 250 рублей. В России, я думаю, ну, раза в 2 это стоит дешевле. Но при этом некоторые товары здесь стоят, в принципе, как в России. То есть вот этот сплат я покупал за 200 рублей в России, он здесь столько же стоит. И, например, любой доширак тоже рублей 50-55, в принципе, как и везде. В то же время это правило работает и в обратную сторону. Если в России мы покупаем товары, которые приехали из Грузии, гораздо дороже, то здесь, например, гранаты стоят вот почти 5 лари, то есть там 120 рублей за килограмм. Если говорить о каких-то овощах, то тоже сейчас январь, да, самый такой тяжелый сезон для овощей, то килограмм помидор за 4 лари супер дешево. И даже самые элитные какие-то тепличные помидоры, которые видно, что очень хорошие, стоят типа там 260 рублей за килограмм. Мне кажется, в России такой бы сразу стоило рублей 500. Цены на некоторые товары гораздо выше, чем в России. Например, вот слабосоленый лосось здесь 85 лари за стейки и 92 за филе. Это очень дорого. В Калининграде это стоило, по-моему, раза в 2 дешевле. Зато здесь реально очень дешевый хлеб, вот этот популярный в Грузии, стоит 25 рублей, то есть 1 лари за штуку. В России просто из-за бесконечных санкций я уже забыл о том, что бывают разные какие-то вкусные импортные сыры, а здесь прям просто полно, ну и вроде как по оптимальной цене.
Очень много интересных грузинских товаров в то же время. Вот здесь целая полка разного меда. Ну, видно, что произведено в Грузии. И стоит, 15 лари, в принципе, терпимо. Некоторые товары сделаны так, чтобы сразу продаваться на разных рынках, то есть и на грузинском, и на русскоязычном. И опять же прикольно, что здесь очень-очень много импортных товаров. Не знаю, связано это с санкциями или нет, но у нас почему-то такого прям большого количества разных интересных зарубежных всяких прикольных штук, как мне кажется, нет. Тут даже есть вот это что, свечка этот Twix или паста Twix. Мне кажется, такое в России можно найти, но только в каких-то специализированных магазинах. Здесь это прям продается много где, просто в обычных супермаркетах. В Грузии я не покупаю питьевую воду, потому что ее здесь можно пить из-под крана, это совершенно нормально, но, тем не менее, боржоми здесь грех не покупать, потому что 1,5 или сколько литровая бутылка стоит меньше 50 рублей. Такая же в России стоит 150. Но при этом не все товары везутся из России. Вот, например, барни, судя по названию, украинские. Здесь в магазинах очень вкусная кулинария. Стоит, в принципе, не очень дорого. И еще интересно то, что всякие салаты и блюда здесь не похожи на наши. Можно пробовать что-то новое. Вот, например, здесь у них очень популярен куриный салат. Он состоит тупо из курицы, майонеза, еще там пару овощей, немножечко, да. Но на вкус это как курица с майонезом. На самом деле вкусно. И также здесь очень популярный салат-бар, когда ты подходишь и просто говоришь, что тебе положить в контейнер, на все это фиксированная цена. Полноценный такой огромный салат, где-то грамм на 600, можно взять за 7 лари. То есть это супер дешево и можно прям пообедать. Если говорить не о продуктах, то все основные товары найти здесь несложно. Однако купить что-то особенное – проблема. Например, я так и не нашел нормальную шлейку для собаки, знакомые уже месяц ищут одежду для хайкинга, а Вероника многое для своей цветочной студии привозит из Москвы. В стране слабо развиты маркетплейсы, но есть много магазинов, аптек и хороших торговых центров с кинотеатрами и фудкортом. В аптеках знакомые нам лекарства, стоят они, правда, процентов на 20 дороже, чем в России, но терпимо. Одежда. Та же самая, то есть все бренды, знакомые мне, продаются здесь. Единственное, опять же, стоит там раза в 1,5 дороже. То есть я здесь купил кроссовки за 12 тысяч рублей, такие же я купил бы в России, наверное, тысяч за 8. Кстати, здесь довольно странный закон защиты потребителя. В разных магазинах называют разные условия возврата товара. Где-то на это дают месяц, где-то неделю, где-то вообще возврата нет. И непонятно, это они сами это придумали или это действительно такой закон очень странный. Фитнес-клуб. Я плачу 3000 рублей в месяц. Это здесь средняя цена, наверное, так же, как и в России. Здесь можно найти фитнес гораздо дешевле и гораздо дороже. Все зависит от ваших потребностей. В больницах цены на врачей примерно как в России. Не могу сказать, что они сильно дороже. Кстати, здесь даже приезжие могут оформить страховку, и за 920 лари в год можно, в принципе, весь год бесплатно и лечиться. Но для этого здесь нужно целый год и жить. Зимой за свет, газ и воду я плачу где-то 200 лари в месяц. Интернет дома я отключил, потому что он стоит 30 лари и работает просто ужасно. И это не только мой опыт. Чтобы выйти из положения, я просто раздаю интернет с телефона себе на комп. Так даже получается дешевле. Можно найти здесь любые товары гораздо дешевле и гораздо дороже, чем в России. Можно жить примерно так же. Просто нужно быть готовым к тому, что вы должны поменять свои привычки, да? То есть, если мы говорим о продуктах, здесь постоянно питаться там слабосоленым лососем уже не получится, потому что он здесь стоит очень дорого. Но в то же время ты можешь здесь покупать недорогие овощи и фрукты, орехи и радоваться жизни. Особенно сложно в новом городе, а уж тем более в новой стране, искать специалистов. Если психолога можно найти онлайн, то парикмахера точно нужно брать живьем. Первый раз я пришел к англичанину и не смог объяснить ему, что хочу. Поэтому испортил стрижку, которую отращивал. Перестригать ее пришел уже к русскоговорящему. Специальных пометок, что мастер говорит на русском, нет, я просто увидел, что его зовут Александр, и записался. И в итоге нарвался на экспата. Поговорить с Сашей мне стало интересно, потому что я почти не встречал здесь приезжих, которые работают в найме. Саша приехал сюда 3 года назад из Минска, где также работал барбером. В Минске я занимался тем же, чем и здесь, стриг людей, но при этом у меня были дополнительные доходы, связанные с обучением и мастер-класс. Но платить за обучение ему здесь не хотят. Саша говорит, что многие мастера здесь просто предпочитают смотреть уроки на YouTube, чтобы повышать свою квалификацию. Поэтому сейчас он зарабатывает в основном на стрижках. Стрижка стоит 38 лари. Это значительно меньше, чем в других городах, где я работал. Поэтому приходится пахать больше,
чтобы выйти на тот уровень заработка, который был в Минске, в Москве. Но клиентская база растет у него очень быстро, потому что мастеров из России и Беларуси здесь очень ценят. Это не секрет, что славянская школа, она завоевала репутацию, то есть в индустрии красоты. Все мастера сильны. Но проще, естественно, экспатам проще общаться с мастером, который ближе менталитет. Но и не только экспаты стремятся попасть к славянским мастерам, много местных. Саша пока не планирует возвращаться в Минск. Надеется, что индустрия барберинга будет дальше здесь развиваться, и он сможет работать меньше, а зарабатывать больше. В Грузии ему хорошо. Мне нравится здесь однозначно климат. Это теплый по сравнению с Беларусью, с Россией. Экономия на одежде. Природа очень нравится. Несмотря на эти окурки, бутылки, которых я не видел в Беларуси, это минус большой, но природа дичайшая. Никогда не видел гор, и когда приехал сюда, это было поражение такое мое. Несмотря на то, что страна не самая богатая, здесь очень развит общепит. Думаю, это связано с их национальной любовью к застольям. Конечно, как только я переехал, первые пару недель я ел только хинкали, хачапури и прочую местную кухню. Она здесь дешевле, чем в России, и чаще вкуснее. Но иногда попадаются пересоленные блюда, но с этим ничего не поделаешь. Потом объедаться тестом и баклажанами я устал и начал искать альтернативу. В принципе, в Тбилиси есть все. Роллы, турецкие кафе, смузи-бары, тайские кафешки, пиццерии и так далее. Но стоит это все уже дороже. Цены, как в крупных городах России, в среднем 500-600 рублей за блюдо. Странная история с наценками здесь в кафе. Очень многие заведения добавляют к общему чеку там 10-20%. Все называют это по-разному. Кто-то пишет, что это сервисный сбор, кто-то называет это налогом. Но итог один. Я не могу выбрать, платить мне это сверху или не платить. То есть даже если меня очень плохо обслужили, я все равно должен там накинуть эти 15% к чеку. И как я узнал потом, эти деньги не являются чаевыми. То есть это обычная наценка, и официантам из них ничего не идет. Кстати, о сетевых кафе. Здесь есть все известные нам бренды типа KFC, Макдаки, Баскин Роббинс, Доминос Пицца и так далее. Как и с импортными товарами, цены в таких заведениях выше, но вкус тот же. Интересно, что в России кафе типа Макдака или KFC – это недорогие кафе. Чуть ли не еда для бедных, конечно. Шутка. Так, нет, это не стоит так говорить. Мы реально, И что интересно, кафе типа Макдака или KFC в России, такие простые. То есть там едят вообще все. Ты можешь сидеть, есть свои там крылышки, а рядом будут сидеть странного вида парни, которые достанут сиську пива и будут разливать там из-под стола ее. То есть еда как бы для всех, да. А здесь, в Грузии, цена на KFC и на Макдак, она такая даже повыше. Иногда приходишь, а тут такое, немножко с налетом элитности. Здесь я успел переболеть ковидом, пару недель сидел дома и очень активно заказывал доставки. В принципе, с этим в Грузии сейчас все очень хорошо. Говорят, что еще года 3 назад здесь было прям трудно заказать еду из кафе, но из-за ковида, естественно, все это очень сильно развилось, и почти, наверное, все кафе подключились к агрегаторам, то есть цена доставки не очень дорогая, привозят все быстро, то есть 9 опытов из 10 у меня были довольно положительные. Через пару месяцев я понял, что потратил уже достаточно денег на кафе, и отпускной сезон пора завязывать. Готовить я успевал не всегда и нашел грузинские столовые. Еда там похожа на кафе, но не такая эстетичная и скорее более домашняя. Тут все дешевле, и полноценный сытный обед обойдется где-то в 10-20 лари. А мне кажется, что Тбилиси – это такой Бали без пальмы серфинга. Это я в плане того, что сюда приезжает очень много удаленщиков, фрилансеров, и все они любят сидеть с ноутбуками, работать в кофейнях, поэтому здесь очень много модных кофеен, где, в принципе, кофе не будет дешевым, то есть здесь нет кофе-точек, где все напитки по 60 рублей. В среднем вот в этом месте американо стоит там 7 лари, а капучино 7-10, да, то есть это такая средняя цена, наверное, по городу. Но при этом можно сказать, что напитки здесь чаще всего встречаются в заведениях вкусные. Во всяком случае, во всех кофейнях, где я был, кофе был хорошим. Бары в Тбилиси – отдельная история. Здесь их много и есть очень необычные. Так получилось благодаря тому, что в Грузии меньше санитарных требований, а еще не нужно получать специальную лицензию на продажу алкоголя. В одном из баров я познакомился с Ниной. В ней едва можно узнать героиню сериала «Чики». Но если присмотреться, это действительно она.
Мне стало интересно, как актриса, которой постоянно нужно участвовать в пробах, может жить в другой стране уже несколько лет. Нина пригласила меня на следующий день к себе домой, в квартиру, которую снимают в районе Савалаки в центре города. Я приехал на район и удивился. В Савалаке много низких и старых построек, которые активно реставрируют. Место мне так понравилось, что я даже немного припоздал к Нине в гости. Нина родом из Калининграда, но в 20 лет переехала в Москву. Спустя 7 лет она поняла, что не чувствует себя счастливой в этом городе. Причины примерно те, о которых я говорил в своем фильме о минусах Москвы. Ты все время занимаешься удовлетворением чужих потребностей. Ты забываешь про то, что ты хочешь вообще. У тебя просто стирается твое «я». Ты все время находишься в гонке. Просто зарабатывание бабок. Переехать в Тбилиси она решила не только из-за бешеного темпа столицы, но и потому, что хотела чувствовать себя свободнее. Смотри, в России тоже все очень хорошо. Если не обращать внимания на притеснение, на то, что там твоего друга упекают на 2 недели в тюрьму за то, что он просто фотографировал на улице и так далее. Если на это не обращать внимания, вообще прекрасно, супер, зашибись. Но если ты часть общества, ты же это чувствуешь, ты чувствуешь напряжение. И я просто решила, что я хочу жить там, где мне нравится, вне зависимости от того, что я буду здесь делать. И у меня не было плана, что я буду здесь делать, как я буду зарабатывать деньги. Я просто решила попробовать уехать. И это был 2018 год. И сейчас просто, ввиду последних событий, последнего года хотя бы, происходящих в Москве, я понимаю, насколько это был правильный выбор. Могу сказать, что поступок смелый. Ведь при переезде актриса легко могла потерять заработок. Но в итоге как-то так случилось, что проекты не закончились. Я также работаю в России, и до сих пор я так работаю. Переехала в декабре 2018-го, и за 2019 год у меня там было 2 проекта. В Чике один из них, там маленький эпизод у Кирилла Серебренникова, в Петрово в гриппе. В общем, у меня на самом деле стало даже в профессиональном плане лучше, чем когда я жила в Москве. Конечно, на одну зарплату актрисы не проживешь. Нина также работает кастинг-директором на российские компании, а еще проводит фотосъемки. Моралисты скажут: зарабатывать в стране политический курс, который ты не разделяешь? Как ты смеешь? Уехала в Грузию, вот и зарабатывай там. Если у меня есть возможность зарабатывать деньги таким образом, как я их зарабатываю, почему нет? Кто-то снимается в OnlyFans, кто-то работает, как я, кто-то еще что-то делает. Здесь живет очень много фрилансеров, которые работают не только на Россию, они могут работать на разные страны. И что же они там не живут тогда? Ребят, разберитесь там со своей жизнью, а потом гоните на других, ладно? Спрашивать о зарплате я не стал, но поинтересовался, сколько и на что Нина здесь тратит. В Грузии я довольно нескромно живу. Я снимаю 2-комнатную квартиру в хорошем районе. Плюс я кушать хочу в ресторанах. Я еще занимаюсь на фортепиано, хожу. Еще я леплю из глины. И на все это мне хватает. Я не то чтобы подсчитывала, я не веду бухгалтерию, но мне кажется, там 100-120, наверное, тысяч в месяц. В этот бюджет еще входят бары, такси и путешествия по стране с арендой отелей. В России, нет, не в России, а в Москве конкретно, я бы на эти деньги, если бы снимала квартиру как эта, то это бы стоило 80 уже. И мне бы купила, колготки, 1 раз ездила на такси, и мне бы осталось на метро. Все. Нина согласна, что жизнь здесь не так дешево, как 3 года назад. Но где сейчас цены не растут? Еще из минусов она вспомнила не очень чистый воздух в городе, а в конце призналась, что ее иногда смущает поведение некоторых мужчин по отношению к славянским девушкам. Довольно часто относятся к русским девушкам как «Эй, Наташа!» Как будто бы они довольно доступны. Но я понимаю, почему это происходит. Потому что русские женщины сами создали этот стереотип. И это было до того, как я сюда приехала. Господи. Правда, я просто такая, приехала и такая: нет, нет, я немножко другое хочу. Они такие: нет, мы хотим one night stand.
Gracias. Но, в общем, ей здесь нравится, и планов возвращаться в Россию или переезжать в другую страну пока нет. Какой-то потенциал я здесь чувствую, и поэтому я здесь живу. И многие вещи здесь как бы перекрываются тем, что типа классная погода, красиво, очень много зелени. Напоследок я спросил у Нины, что должен сделать приезжий, чтобы влюбиться в Грузию, как она. Рецепт такой. Общаться не только с экспатами, перенимать жизнерадостность у грузин, изучать их язык и культуру, путешествовать по стране и, конечно, радоваться свободе. А если нет, то зачем тогда вообще здесь жить? Я выбрал именно эту страну, потому что здесь я понял, как преодолевать стресс от адаптации, но при этом пережил все это в таком демо-режиме. То есть, если бы я переехал условно в какую-нибудь Японию, то, конечно, шок там был бы куда сильнее. Мне все еще непонятно, почему многие туристы и блогеры выставляют Тбилиси как город, в котором нет ничего, кроме базаров, застолий и каких-то потертых домов. То есть, на самом деле, это не так, и Тбилиси очень разный. То есть, здесь старые дома могут соседствовать с бизнес-центрами, здесь могут сидеть какие-нибудь пожилые мужчины, играть домино, а рядом тусоваться какая-то модная современная молодежь. Пекарни с традиционным хлебом могут соседствовать с спешиалти кофейнями. То есть это совершенно нормально. Город разный и очень контрастный. Это, наоборот, прикольно. Я не понимаю, почему его показывают каким-то, как будто бы, немножко даже отсталым. То есть город очень современный, здесь много интересного и приятно находиться там современной молодежи. Мне, как дальневосточнику, очень нравится, что здесь зимой тепло, солнечно и сухо. То есть можно выйти на улицу, сесть на скамейку, выпить кофе и при этом не окоченеть. То есть я спокойно гуляю с собакой, и это классно. Также хорошо, что здесь очень легко можно сходиться с другими экспатами, то есть круг людей здесь ограничен, и поэтому люди гораздо проще сходятся. При этом тусовка все равно большая, то есть можно найти людей по душе. Не стоит думать, что сюда приезжают только какие-то там творческие личности типа дизайнеров и преподавателей йоги. То есть здесь также можно заобщаться с какими-то там простыми русскими мужиками или с девочками с губами и ресничками. То есть люди совершенно разные. Но самой главной неожиданностью для меня было то, что здесь ты чувствуешь то самое чувство свободы, от которого нас на родине постепенно отучают. То есть здесь я не раз видел митинги, и там у людей в глазах не было страха. То есть их не гоняет полиция, и в то же время люди нормально себя ведут. Несмотря на то, что страна довольно такая традиционная и религиозная, здесь нет какой-то ярой гомофобии. При этом здесь частично декриминализована марихуана, но в то же время я не вижу каких-то людей неадекватных, шатающихся по улице. То есть свобода здесь сбалансирована таким образом, что вроде как ты можешь делать, что хочешь, но до тех пор, пока это не касается других людей, то есть пока ты не нарушаешь их границы. И мне кажется, в этом вот и кайф жить здесь. То есть грузинское сообщество, как мне кажется, не чувствует какого-то на себе давления, и от этого они часто какие-то творческие и такие какие-то спокойные, свободные, неторопливые. И этому как раз-таки можно у них поучиться. Желание испытать себя в новой обстановке мотивировало меня терпеть любые неудобства. Я спрятал вещи в ячейку, расстался с привычным жизненным укладом и с собакой поехал почти в никуда. Потом стало сложнее. Ради короткой жизни в новой стране я глупо, а иногда даже очень глупо, тратил силы и деньги. Но сейчас эти потери начинают оправдываться. Стресс провоцировал меня меняться в лучшую сторону. Я расширил свой кругозор и, главное, получил возможность почувствовать страну глубже, чем это делают туристы. Еще проще это делать с поддержкой тех, кто когда-то, как и я, не побоялся изменить свою жизнь. Сейчас, спустя 4 месяца, когда все трудности адаптации позади, я могу путешествовать по стране, узнавать ее культуру и знакомиться с местными. Этим я займусь в своем следующем фильме. А потом, кто знает, наверное, поеду дальше, получать новый опыт
чтобы узнать этот сложный мир еще немного лучше.